Давайте начнем сначала. Это я, привет. В декабре 2020 года я прилетел на гавайский остров Оаху и объехал его вдоль и поперек. Здесь есть все, что душа пожелает. Океан, волны, серфинг, вулканы, киты, офигенные пешеходные тропы и многое другое. Короче, чтобы не повторяться, посмотрите выпуск с этого острова, там все в подробностях. В общем, если делать короткий вывод по Оаху, то это такой сэмпл-пак гавайских островов. Но в случае с Гавайями одним островом не ограничишься. Тут вообще 7 обитаемых островов. И я долго думал, куда же ехать. Есть потрясающий остров Каваи. Красивый, правда? Но, к сожалению, сейчас он полностью закрыт для посещения, туда не въедешь. Есть еще один интересный остров – Нихау. Но его не удастся посмотреть ни во время ковида, ни даже после ковида, потому что этот остров в принципе закрыт для публики. В случае с Нихау мне даже показать вам нечего, так как видео с этого острова крайне сложно найти в интернете. Его неофициальное название – Запретный остров. Попасть сюда практически невозможно. На Нихау нет магазинов, дорог, автомобилей или телефонной связи. Но здесь живут люди, около 200 человек. Это коренные гавайцы, которые почти не контактируют с внешним миром. Представьте, такое до сих пор существует в современной Америке. Это было бы очень интересно посмотреть, но, к сожалению, на этот остров попасть просто невозможно. Короче, как оказалось, выбор у меня совсем невелик. И я его, конечно, сделал. Вы не поверите, но для того, чтобы попасть на этот остров, мне снова пришлось сделать ковид-тест. Это был самый быстрый и самый безболезненный ковид-тест ever. А теперь угадайте, во сколько он мне обошелся. 50? 100? Нет. $314 и 14 центов. В былые времена за такие деньги можно было и в Турцию на 5 дней слетать. В общем, это была самая дорогая поездка за всю историю моих соло-путешествий. И я решил сделать ее еще более дорогой. Понимаю, что эта машина, наверное, слишком крута для меня, но это не столько моя прихоть, сколько производственная необходимость. Дамы и господа, добро пожаловать на Большой остров. Как вы, наверное, уже догадались из названия, это самый большой остров из всего Гавайского архипелага. И к тому же он самый молодой. Мы проедем все его интересные места, но пока немного отдыха. Вообще, отдых в длительных поездках очень важная штука. Особенно, когда, находясь вдали от дома, у тебя в голове не возникает беспокойных вопросов, типа «Не течет ли дома кран?», «Не замкнула ли проводка?» и «Что там вообще с квартирой?». Но есть одно проверенное средство, которое избавит вас от подобных переживаний. Оно называется Ajax. Ajax — это профессиональная беспроводная система безопасности, которую я еще года так полтора назад установил здесь, в своей студии. И могу вам сказать, что это очень удобная и очень крутая штука, которая в принципе меняет твое отношение к сохранности твоих вещей. Эту систему можно установить где угодно. В офисе, в квартире, в доме, в магазине и в свое отсутствие с помощью всего лишь одного приложения следить за всем сразу. Ajax пришлет уведомление, если где-то прорвет трубу, начнется пожар или кто-то попытается к вам пробраться через дверь, либо через окно. Если установить Motion Cam, это датчик движения с фотокамерой, то вслед за тревогой вы получите серию фотографий, чтобы быстро оценить ситуацию. Это грабитель или просто уборщица. Моя самая любимая фича — это управление розетками с помощью телефона. Причем их можно не только дистанционно выключать, но и программировать на включение в определенное время. Это очень круто. Ну и главное приобретение для обладателей свежего ремонта — это датчик протечки Leaks Protect. Еще на стадии ремонта можно установить электроклапан связки с реле от Ajax и в случае потопа хоть с Гавайев перекрывать воду из мобильного приложения. Переходите по ссылке в описании, чтобы заказать стартовый набор Ajax и получить датчик протечки Leaks Protect в подарок. И давайте возвращаться к Гавайям. Я снял себе комнату в гестхаусе в городке Хило, в восточной части острова. Хотите прикол? Я, значит, только что заселяюсь в этот гестхаус, а хозяйка меня спрашивает: а ты чувствовал землетрясение? Я говорю: какое землетрясение? Она говорит: ну как, сегодня днем 3,6 балла. У нас, мол, окна тряслись. И такое здесь, на Большом острове, происходит довольно часто. А в 2018 году такое происходило каждый день. В 2018 году здесь произошло сильное извержение вулкана Килауэа, одного из самых активных вулканов на планете. До 2018 он извергался непрерывно в течение 35 лет. Но сейчас этот вулкан спит, а в его кратере образовалось небольшое озеро. Так что землетрясение, которое произошло днем, было несколько странным, но хозяйка гестхауса Диана уверила меня, что это полная ерунда, и тут такое случается. It's nothing major, and I don't get scared anymore just because we feel so much. In 2018, we were having tremors every day, just about, and it could be many times a day. Can you get used to it?
You do, because it's like, okay, there's a little one. I mean, unless the house is shaking, it's not a big thing anymore. I was standing out here once in the garden, and I can't even move because it felt like there's a wave coming over the ground. But Hila is in a safe zone. It is, but the volcanic eruption was triggering all this activity up Kilauea, which is 30 miles away. So it's really not that far when you think about it. Но давайте пока не будем о вулканах. Лучше я расскажу о месте, в котором поселился. В этом гестхаусе собралась довольно интересная тусовка. Мой сосед по комнате, чтобы поправить здоровье и получить свою дозу витаминов, приехал сюда на машине аж из Аляски. I'm from Alaska. И я его очень хорошо понимаю. На Большом острове круглый год изобилие разных фруктов, которые растут у тебя прямо на заднем дворе. И каждый день хозяйка дома на завтрак выкатывала огромную тарелку из апельсинов, бананов, папайи и чего-то еще, мною не идентифицированного, но очень вкусного. Вы представляете, приезжаете к бабушке, она говорит: ну что, пойди на огород свежей папайки нарви на завтрак. Примерно то же самое на Большом острове. Единственная проблема с этим городком — сильная влажность. Ветер гонит сюда со стороны океана тучи, и как следствие тут почти постоянно идут дожди. Так что единственным вариантом что-то посмотреть было уехать из Хила, что я, собственно, и сделал. Кстати, радуг на Большом острове, наверное, еще больше, чем на Оаху. Зимой приезжать на Большой остров — это самое то, потому что здесь около 10 климатических зон. То есть даже если в одной части острова льет проливной дождь, то на другой 100% будет солнце. Теперь пару слов непосредственно об острове. Он образован вершинами 5 крупных щитовых вулканов, и очень грубо можно сказать, что Большой остров — это одна здоровенная гора, торчащая из океана. Поэтому все дороги здесь ведут вниз, к воде. И когда ты едешь на машине, это, конечно, очень красиво. Кстати, еще один момент, о котором нужно упомянуть, это то, что на Гавайях повсеместно запрещены бигборды. Это сразу же добавляет несколько пунктов к красоте любой дороги, по которой ты передвигаешься, так как обзору совершенно ничего не мешает. Если говорить о дорогах, то я нашел здесь парочку прикольных маршрутов, которые идут прямо через местные джунгли. Ощущение от езды, как будто едешь через оранжерею. Из-за большого количества осадков, а на западной части острова их выпадает около 3 метров в год, зеленью здесь все в полном порядке. Как и с водопадами. Но местная изюминка — это все-таки не водопады, а пляжи с черным песком. Например, Пуналоу-Бич. Это один из самых известных черных пляжей не только на Гавайях, а вообще в мире. Он постоянно входит во всякие рейтинги наряду с пляжем Вик, который мы уже с вами видели в Исландии. Но в отличие от исландского пляжа, где искупаться можно разве что в гидрокостюме, на гавайском купайся не хочу. Песок, которым покрыто все вокруг, состоит из вулканических минералов и фрагментов лавы, и так как он реально черный, этот пляж нагревается на солнце сильнее обычного, чем пользуются местные резиденты — гавайские зеленые черепахи, которые в окружении бабочек загорают в специально отведенных местах. Вообще, на Гавайях можно поплавать в окружении черепах, но на этом пляже они настолько ленивые, что не плавают, а просто дрейфуют в прибрежных водах. Прям как я по жизни. Одной из самых красивых точек в южной части острова, пожалуй, является долина Вайпио, но с ней не все так просто. Долина находится внизу, а чтобы до нее добраться, нужно спуститься по старой и очень крутой дороге, которая имеет средний уклон в 25 градусов. Заехать сюда можно только на внедорожниках, на обычных седанах спуск строго запрещен. Но для этого я и взял полноприводный джип, чтобы спуститься по этому склону. Честно говоря, немного стрёмно, но что делать? В долину, как вы понимаете, можно спуститься и пешком, но это не наш метод. Все, что будет происходить дальше, называется магией кино. Вам будет казаться, что это совершенно обычная дорога, но поверьте, она очень и очень крутая, как в прямом, так и в переносном смысле. Да, средний уклон здесь составляет 25 градусов, но на некоторых участках он достигает аж 45, а это очень конкретно заваливает горизонт. Добавьте сюда еще тот факт, что дорога очень узкая, и вам то и дело приходится пропускать транспорт, который едет вверх. В общем, это была очень увлекательная езда. Кстати, это самая крутая дорога в США, а на некоторых отрезках она круче знаменитой Болдуин-стрит в Новой Зеландии, самой крутой улицы в мире. На финальном участке эта дорога в долину сбрасывает 250 метров высоты меньше, чем за 1 километр маршрута. В общем, спускаешься ты довольно быстро, а когда доезжаешь вниз, понимаешь, зачем здесь нужен был джип. Но все эти усилия точно того стоят.
Вот так выглядит долина Вайпио. Эти скалы возвышаются более чем на 600 метров, и долина – родина самого высокого водопада на Гавайях – Хиэлаве Фоллс. Вода здесь падает с 300-метровой высоты. Долина Вайпио – священное место в гавайской истории. И некогда дом для тысяч коренных гавайцев, которые выращивали здесь растения тара. Сейчас же здесь живет около 100 человек, но плантации тара до сих пор на месте. После долины Вайпио я вернулся в городок Хила, но в Хила снова лила нехило, поэтому решено было переместиться на другую часть острова. Здесь, как и на Оаху, очень чувствуется резкая смена климата. Ты сначала едешь в дождь, потом в туман, а потом небо светлеет, и ты снова видишь солнце. И все это менее чем за полчаса. Дорога, которая ведет на другую часть острова, проходит между двумя самыми высокими вулканами на Биг-Айленде. Здесь большая высота, очень ветрено, так что не теряем времени и спускаемся вниз. Еще 40 минут, и мы с вами на западной части Большого острова. Здесь практически всегда светит солнце, и поэтому в автомобиле резко появились лишние детали. Теперь эта тачка как минимум чуть больше похожа на микроба. Главный город этой части острова называется Кона. Я строил на него планы, но оказалось, что почти зря. Во-первых, местные пейзажи с трудом можно назвать усладой для глаз. Вокруг практически только одна лава и несколько пляжей, правда с настоящим белым песком, что на острове редкость. Однако несколько интересных вещей я здесь все-таки нашел. Первое – это кофе. В жизни, конечно, не мог подумать, что в Америке делают кофе. А так как Гавайи — это Америка, то, оказывается, все-таки делают. Да, вот такой вот сюрприз. На Гавайях растет кофе, и все из-за очень интересного сочетания климата. Вот та здоровенная гора на горизонте — это вулкан. Его название на гавайском звучит как строчка из песни группы Ляпис Трубецкой «Хуалалай». Здесь очень хорошо видно, что на побережье Коны отличная погода и солнечно, а на горе идет дождь. То есть климат на склоне вулкана более влажный, и это хорошие условия для выращивания кофе. Чем и пользуются местные, выращивая 100% гавайский кофе. Вторая интересная история связана непосредственно с городом Кона. Дело в том, что здесь ежегодно проводится, наверное, самый известный чемпионат в мире по триатлону, который называется Ironman – Железный человек. Для тех, кто, возможно, не знает, Ironman — это гонка, которая включает в себя почти 4 километра вплавь, 180 километров на велосипеде и марафонская дистанция в беге. И важно сказать, что все эти дисциплины идут одна за другой. То есть все это происходит в один день. Ironman считается одним из наиболее сложных однодневных соревнований в мире. И вокруг него уже давно сложился определенный культ. Если вдруг у вас есть друзья-триатлонисты, у меня просто есть друг, который бегает половинки Ironman'а, то вы должны знать, что это совершенно сдвинутые на своем деле люди. То есть есть такая даже поговорка, что триатлонист в доме — это горе в семье. Ну, в хорошем смысле. В общем, когда здесь происходит Ironman, все улицы забиты людьми, потому что приезжает огромное количество поддержки. И здесь царит совершенно потрясающая энергетика. Я о ней только слышал, к сожалению, никогда не видел. И в этом году, как вы понимаете, Ironman, который происходит здесь в октябре месяце, тоже был отменен из-за эпидемии коронавируса, к сожалению. На этом мой сказ о Коне заканчивается. Смотреть здесь оказалось практически нечего, так что двигаемся дальше. На Большом острове, как и на Оаху, у меня произошло несколько интересных и весьма неожиданных встреч с моими знакомыми. Да, кстати, вам не показалось, здесь у меня в руках банка боржоми. Так вот, я решил ввести новую рубрику. Она называется «Знакомый, которого я встретил на Гавайях». Мы, я не знаю каким образом, совершенно случайно сконнектились с моим знакомым Ростиком. Он тоже живет в Киеве, и он прям знатный путешественник, объехал больше стран даже, чем я. Ростик объехал аж 113 стран, и он отличный пример того, как можно путешествовать с не очень большим бюджетом. Ты путешествуешь всегда очень бюджетно, насколько я понимаю. Ну так, я могу поспать под мостом, но у меня такой формат, знаешь, обычно там 3 дня хардкора, 1 день гламура. Это как? Ну там, 3 дня ты идешь с палаткой, где-то спишь непонятно где, потом день-два ты отдыхаешь в каком-нибудь отеле или Airbnb прилично. То есть это даже не вопрос денег абсолютно, это формат познания места. То есть ты сам, наверное, понимаешь, что одно дело становиться в отеле, другое дело становиться по каучсерфингу и сразу понять культуру изнутри. То есть мой принцип путешествия — это перестать быть туристом вот просто с трапа самолета в новом месте. Очень классно сказано, так что берем эту цитату на вооружение. Ростик пригласил меня в довольно необычное место. Это своеобразная помесь балийского ретрита и комьюнити просветленных людей, которые живут здесь, занимаются йогой, духовными практиками и находятся на самообеспечении. Как вы понимаете, большинство тут вегетарианцы, так что с питанием проблем особо не возникает. Кроме того, здесь действительно очень красиво. Прямо на территории можно покормить павлинов, ящериц и получить люлей от гусей, которые здесь как бы охранная служба. Один из жителей этого комьюнити, Игорь, показал нам свое жилище, и вы только посмотрите на этот домик в джунглях.
Вау. Все это он сделал собственными руками, и в доме нашлось большое количество музыкальных инструментов, включая даже славянские. Чуть позже оказалось, что почти все, кого я встретил в этом ретрите, говорят по-русски, и вообще на Биг-Айленде довольно большая русскоязычная община. Чтобы разобраться в причинах всего этого, я напросился в гости к Ивану, который живет недалеко от Коны. Он построил здесь большой дом, и семья у него тоже не маленькая, супруга и 5 детей. Скажи, пожалуйста, мне просто интересно, как думаешь, почему такое большое русскоязычное комьюнити здесь на Биг-Айленде? Я думаю, из-за того, что дешевле здесь. Дешевле аренда была дешевле, и вообще дом купить можно было дешевле, чем Оаху или Мауи. Хорошо, а сколько здесь стоит земля? Вот, может, есть какая-то статистика? Ну, Кона дорогое место. Кона, если в Ваймея городок поедешь, там подороже. Ну, в среднем где-то 300 тысяч. Это участок земли? Участок земли, да. 300 тысяч долларов. Вот наш участок 1 акр. Вот мы за 300 купили. Ты на South, на Ocean View там город, акр земли, такой же, как у меня, будет стоить 15 тысяч. Серьезно? Да. Это уже поднялись цены. Можно было и за 5 тысяч купить. А почему так дешево? Потому что там ничего нет. Там просто кусок лавы. А еще одна из больших причин, почему там так дешево, это lava zone у них идет, считается high risk. Lava Zone. Запомните этот термин. В дальнейшем он нам пригодится. Если опять вулкан, то у них больше всего может затопить. То там иншуренс не дают на дома. Много банков не дают заемы на дома, потому что high risk. На следующий день я отправился посмотреть район, о котором рассказывал Иван. Вот так выглядит поселение Ocean View на Большом острове. Здесь действительно видно океан, но хорошие новости на этом заканчиваются. Дома здесь строят прямо на лаве, которая когда-то сходила по склонам вулкана Мауна-Лоа. И, несмотря на потенциальную опасность, здесь продолжают строить в надежде на то, что извержений больше не будет. Пока этому району везет, но везет на Большом острове, к сожалению, далеко не всем. Чтобы показать это, я приехал в район, который называется Лейлани Эстейтс. Визуально кажется, что это самый обычный район, но он не совсем обычный, и сейчас вы поймете почему. Этот некогда красивый поселок сейчас местами напоминает преисподнюю. Многие дороги здесь заканчиваются тупиками. Проход дальше запрещен. Издалека кажется, что там начинаются какие-то холмы, но это не совсем холмы. Это кратеры и вулканические трещины, которые образовались здесь в результате извержения вулкана Килауэа в 2018 году. Все эти терриконы выросли прямо посреди улиц Лейлани Эстейтс. Огромные участки территории района оказались залиты лавой, и несмотря на то, что прошло уже достаточно много времени, под землей здесь все еще горячо, и пар, который валит из трещин, яркое напоминание об этом. А теперь самое интересное. В Лейлани Эстейтс по-прежнему живут люди, и здесь до сих пор продаются участки. Чтобы понять, каково сейчас жить в Лейлани Эстейтс, представьте, что у вас на заднем дворе, рядом с бассейном, есть свой небольшой вулкан, который в любой момент может начать извергаться. Вот так здесь живут люди. В общем, сейчас, когда мы на месте, я хочу, чтобы вы посмотрели кадры, которые снимались здесь 2,5 года назад. Эти кадры были сняты Брайаном Лоури с вертолета в конце мая 2018 года. На территории поселения Лейлани Эстейтс образовалось 2 десятка вулканических трещин, которые заливали лавой все вокруг. Самая известная, трещина номер 8, которая находилась на Луана-стрит, продуцировала огромный фонтан лавы, бьющий на 100 метров вверх. Эта расплавленная масса спускалась вниз к океану. Двигаясь со средней скоростью 74 метра в час, она сжигала дороги, деревья, дома, в общем, все, что попадалось на пути. В пиковые моменты этот район перенес около 400 землетрясений за 24 часа. Большая часть Лейлани Эстейтс оказалась стертой с лица земли. Было уничтожено около 200 домов, но, к счастью, никто не погиб. Во время моей поездки по Большому острову я встретился с Алексеем. Леша – один из тех, кто потерял здесь дом. Это дорога, по которой он ездил каждый день. Сейчас она заканчивается длинной черной насыпью. Это Вера, жена моя, и дети. Леша с семьей впервые за долгое время приехали посмотреть на то место, где когда-то стоял их дом.
Точно его месторасположение определить сейчас практически невозможно. Все покрыто толстым слоем застывшей лавы. Примерно в этой стороне. Мы еще туда не лазили. Мы купили землю, и мы не знали, что это лава 1. Лава зон. Lava Zone 1, ну, по-английски, а так Lava Zone 1. Это значит, что под землей прям течет лава всегда в океан. Мы этого не знали, что это означает Lava Zone 1 и почему здесь участки подешевле были, чем в других местах. Потому что такая природа, так все красиво и так дешево, как не купить. А потом, когда уже лава потекла, мы поняли, что такое Lava Zone 1. Это значит, что в любой момент может лава земли пойти и все забрать. Ну, я думаю, это стоило того риска. Мы не жалеем ни о чем, что купили именно здесь. Сколько вы прожили здесь? Мы купили в 2014 году, в 2018 вулкан забрал. Все, вот. Если на секунду забыть об этих черных расплавах, то места здесь действительно очень красивые. До океана всего 7 минут на машине. Детям тоже нравилось. Горячие источники были рядом. Поэтому я думаю, это стоило того. Мы были в процессе стройки, и у нас был большой зал, кухня, туалет и большой навес. И еще мы строились, накупили материала, залезли в долг. Мы в это время уехали в Коно, и мы, когда в Коно были, у нас была University, Годовщина. С Верой годовщина, да. И мы когда туда поехали отдыхать, и по новостям увидели, что здесь лава началась. И когда мы поняли, что надо вернуться, какие-то вещи забрать. И мы, когда вернулись, нас спустили еще пару раз забрать вещи. И потом в один из этих разов просто милиция, и все вот эти службы выгнали нас оттуда, потому что трещина начала на дороге. И трещины стали больше и больше расти. Лава текла в другом месте, а около нас еще не текла. И когда эти вещи стали, трещины расти, они нас эвакуировали и не разрешили больше вернуться, ничего забрать. И больше ты свой дом не видел? И больше не видел. Это 18 числа мы узнали, что дом уже покрылся. Мне трудно было своей жене сказать, потому что она все-таки имела какую-то надежду, что все-таки останется дом. Стоит добавить, что Леша и Вера купили новый дом. Правда, он тоже находится в зоне потенциального поражения вулканом Килауэа. То есть Это Lava Zone 3, это не Lava Zone 1. То есть все равно Lava Zone, но... Lava Zone, да, тут все Lava Zone, просто оно менее. Тут Хиво, вот этот город, все Lava Zone 3. Поэтому мы как бы чуть подвержены, но не так, как раньше. Леша отвез меня на пляж, где они любили проводить время всей семьей. Но сейчас он мало похож на тот пляж, который был здесь до мая 2018 года. Чтобы было понятнее, как это место выглядело до извержения, достаточно заглянуть на Google карты. Они еще не обновились. И там очень четко видно, что здесь был настоящий пляж. Было специальное место для спуска лодки на воду. А сейчас это выглядит примерно вот так. Из-за извержения вулкана Килауэа 2018 года ландшафт острова изменился навсегда. Собственно, по этой причине посчитать точную площадь Биг-Айленда просто невозможно, потому что она постоянно меняется. По этой же причине Гавайи — это единственный штат США, территория которого медленно, но верно увеличивается. И все из-за извержений, которые были и, скорее всего, будут происходить здесь в ближайшем будущем. Пока на Большом острове активны вулканы, здесь будут продолжать появляться такие черные скалы, черные пляжи, которые человек будет стараться как-то адаптировать под себя. Но оказалось, что моя история с вулканами на Большом острове на этом не закончилась. На следующее утро, 21 декабря 2020 года, я просто лежу в кровати, открываю новостной сайт и вижу это. Я вчера спал уже в 10 вечера, просто сильно устал, но в 10:30 было землетрясение, 4 балла.
И прямо сейчас там начал извергаться вулкан. Для местных это, наверное, обычное дело, но я просто в шоке. Я просто в шоке, что мне удалось оказаться здесь в этот самый момент. Короче, ноги в руки, надо ехать. По пути я увидел вот это. Огромное облако, которое было видно с расстояния во много километров. Значит, история следующая. Этот вулкан, он называется Kilauea. Это местная знаменитость, потому что он тут наделал делов до этого, но с 2017 года он не подавал никаких признаков активности. То есть я реально собирался рассказывать, что я приехал и как бы никакой активности нет. Даже какую-то лаву снять не получается. И тут, на тебе! Overnight eruption of the Kilauea volcano. The Kilauea volcano erupted. Lava has returned to Hawaii Island for the first time since 2018. Я пока не понимаю, смогу ли я вообще попасть в национальный парк вулкана, потому что, скорее всего, они должны его как бы закрыть для посетителей. Но, как минимум, я должен увидеть все своими глазами. В общем, история развивается в прямом эфире, как на NBC. К моему удивлению, парк вулканов не был закрыт. Я встретил по пути несколько рейнджеров, но без проблем попал внутрь и был в числе первых, кто приехал сюда утром. Над парковкой нависало облако вулканического газа, и вот что я увидел со смотровой площадки у кратера Kilauea. Привет, это ваш личный корреспондент Антон Птушкин прямо с места событий. Я, конечно, все пропустил, потому что все случилось ночью. Здесь внутри кратера была вода, которая смешалась с лавой, получился взрыв. Примерно вот так все это выглядело. К моему приезду на месте уже работали телевизионщики из местного канала. Здесь же я познакомился с Брайаном Лоури, профессиональным вулканическим фотографом, который фотографировал все извержения вулкана Kilauea, начиная с 1991 года. Брайан владеет сайтом LavaPix, на котором можно посмотреть и купить фотографии извержений на Большом острове. Их здесь больше 1000. And this was a big surprise to everybody, this new eruption. You know, we weren't expecting it. So trying to feel it out, see how long it's going to last or if it's just going to die out in a couple of days. But so far it seems to be going pretty good. But you haven't seen the eruption? No, nobody's seen the spattering or anything because the hole was too deep. The crater was 1,500 feet deep roughly. But what we should expect? I mean, for... Nobody knows yet. Because they originally expected, because there had been a water lake down there, that when this happened there was going to be a huge explosion, but there wasn't. So we should stay here for a couple of more days, I think. Oh yeah. Кратер вулкана Kilauea огромный, около километра в диаметре, а кальдера еще больше. В некоторых местах она достигает ширины в 2,5 мили, а это примерно 4 километра. Все это – результаты множества извержений, которые непрерывно происходили здесь в последние годы. Kilauea – это щитовой вулкан. Визуально он сильно отличается от вулканов конической формы, которые мы привыкли видеть, как, например, знаменитый вулкан Фуэго в Гватемале. Фуэго способен извергаться по нескольку раз за день, выбрасывая лаву и вулканические бомбы. Щитовые вулканы не могут показать такое шоу, но у них есть и свои преимущества. Например, ты можешь заглянуть в кратер вулкана. Вот так выглядел кратер Kilauea спустя несколько дней после извержения. Огромная черная масса внизу – это лавовое озеро глубиной более 100 метров. Оно наполняется и будет продолжать наполняться лавой из 2 вулканических трещин в кратере. В феврале 2021 года глубина этого озера составила уже 216 метров, и оно будет продолжать расти. Короче, да, то, что происходит сейчас, это большая удача. Мне все говорят, что я чертов везунчик, но, в общем, я на самом деле приехал в этот национальный парк по одной большой причине, потому что на его примере можно объяснить, как вообще появились Гавайи. И сейчас, если вы не против, немножечко диалогии. Большой остров, на котором мы сейчас с вами находимся, это вулканический остров, второй по величине в мире. Больше него только Исландия, она вот там, в уголке. Про Исландию я уже как-то рассказывал в большом выпуске, если что, посмотрите. Так вот, вулканические острова появляются благодаря вулканам, а они, в свою очередь, появляются там, где есть стыки литосферных плит. На этой карте эти стыки выделены темно-синим цветом. Как раз по этой границе проходит так называемое Тихоокеанское огненное кольцо. Здесь находится 328 из 540 всех действующих вулканов на Земле. Но Гавайи находятся далеко от этой зоны. Они вообще находятся в центре литосферной плиты. Так
Как же они появились? Дело в том, что в центре Тихоокеанской литосферной плиты находится так называемая Гавайская горячая точка. Если очень грубо, то это огромная масса магмы, которая поднимается к поверхности Земли. Это высокотемпературная печь и выплавила Гавайские острова. Ее принцип действия похож на этот ночник, который в народе называют лавовой лампой. Раскаленная магма поднимается от ядра к поверхности литосферной плиты, прожигает там дыры и создает вулканы. Вот горячая точка, вот Тихоокеанская литосферная плита. Горячая точка никуда не двигается, она стоит на месте. Движется плита, и с помощью этой горячей точки на этой плите образуются острова. Если посмотреть на карту, то очень хорошо видна траектория, по которой Гавайская горячая точка выжигала Гавайи на литосферной плите. Острова расположены один за другим в виде цепочки, и последний, как самый молодой, это Большой остров. Процесс его формирования происходит прямо сейчас, на наших с вами глазах. Там, в кратере вулкана Килауэа, на поверхность Земли поднимаются строительные материалы, которые будут увеличивать площадь острова. Поэтому вулканы хоть и причиняют зло человеку, но в то же время они творят большие геологические дела. Но вернемся к смотровой площадке. Здесь куча туристов сейчас, на самом деле пока ничего не происходит. Я думаю, что правильным решением будет приехать сюда вечером. Итак, дамы и господа, добро пожаловать на шоу «Вечерний Килауэа». На закате здесь во много раз зрелищнее, чем днем. Лавовое озеро подсвечивает дым из кратера, и со стороны кажется, что это такая калиточка в преисподнюю. Вечером на смотровой собрались сотни туристов, и каждому, естественно, нужна была фотка с вулканом. Даже несмотря на то, что ты находишься вроде бы как на безопасном расстоянии, и эта штука, как бы далеко, но выглядит все это ночью прям максимально зловеще. И я могу только представить, что видели люди, которые приехали сюда первыми после извержения. Здесь прям был настоящий дьявольский промысел. Я решил сделать небольшой хайк, чтобы посмотреть другую точку, потому что парковки, мест на всех не хватает. Но надо сказать, что американцы, конечно, красавчики. Все по красоте разрулили, выставили здесь парковщиков, нашли парковочные места, в общем, профессионалы. Но самое главное во время хайка — это небо. Тут, в принципе, и свет не нужен, потому что зарево от вулкана подсвечивает небо, и тебе, в принципе, видно, куда идти. Пока под Гавайями будет находиться горячая точка, которая питает вулканы, они будут продолжать расти. Но со временем Тихоокеанская плита, которая движется, переместит эти острова дальше от очага. И они начнут остывать, разрушаться и, как следствие, погрузятся в океан под собственным весом. И у нас с вами есть примерно около 10 миллионов лет, чтобы их посмотреть, потому что именно после этого периода здесь, на этом месте, скорее всего, островов уже не будет. Но 10 миллионов лет — это не такой уж и маленький срок, так что надеюсь, что все успеют. Так, для всей этой истории с Большим островом нам не хватает одного финального аккорда. Сансета в красивом месте. Естественно, с местом я давно уже определился. Собственно, отчасти ради этого места я и летел на Большой остров. Для всего этого нам понадобятся теплые вещи, полноприводный автомобиль и как можно больше кислорода. Погнали. Самое время рассказать, куда мы отправляемся. Наша цель — это вот тот пик на горизонте. Это не только самая высокая вершина Гавайских островов, но и самая высокая гора на нашей планете, если считать высоту от океанического дна. Она называется Мауна-Кеа. И, как вы уже, возможно, догадались, это тоже щитовой вулкан. Мауна-Кеа — это не только самая высокая гора на Гавайях, но и место, в котором располагается, наверное, самая известная в мире астрономическая обсерватория. Она расположена на высоте более 4 километров над уровнем моря, поэтому, чтобы туда доехать, нужно обязательно сделать остановку. Короче, эта гора настолько высокая, что для того, чтобы заехать туда, на вершину, необходимо акклиматизироваться. Здесь на высоте 2800 метров, и вот этот процесс проделают все, кто туда поднимается, даже ученые, которые работают на Мауна-Кеа. Для акклиматизации здесь по-хорошему нужно провести как минимум час. Я пренебрег этим нормативом, проведя здесь 10 минут, за что впоследствии и поплатился. Здесь на самом деле все достаточно серьезно, так как наверху находится обсерватория, на въезде стоит рейнджер, который спрашивает тебя, откуда ты, записывает все твои контактные данные, потому что количество мест наверху лимитировано, поэтому, собственно говоря, я так рано и приехал. Еще один нюанс: наверх пускают только на полноприводных автомобилях, но этот вопрос я решил еще в самом начале своего путешествия. А теперь о важном, о дороге на Мауна-Кеа. Эта дорога просто дасишь-фантастишь. Мауна-Кеа настолько высокая, что облака и твои проблемы остаются где-то там, внизу, а ты едешь с ощущением, что покоряешь какую-то новую для себя вершину. Блин, я не могу вам передать словами, как это красиво.
неплохо, я вам так скажу, за пару часов практически с уровня моря забраться на 4200 метров. Единственный нюанс — это то, что там в Хило было плюс 27, а здесь на Мауна Кеа плюс 6. Поэтому давайте утепляться и посмотрим, что здесь к чему. Итак, мы с вами на Мауна Кеа. Здесь расположена одноименная обсерватория, которая насчитывает в общей сложности 13 телескопов, принадлежащих 11 разным странам. Сейчас давайте очень коротко, почему все эти телескопы построили именно здесь. Ну, во-первых, на Мауна Кеа практически всегда хорошая погода. Мы находимся на очень большой высоте, и облака обычно ниже нас. Во-вторых, здесь очень чистая атмосфера, то есть удаленность от цивилизации, воздух очень чистый. В-третьих, здесь нет загрязнения светом, я об этом рассказывал уже в Австралии. Ну и в-четвертых, здесь очень низкая влажность и очень хорошее так называемое астрономическое зрение, здесь мало турбулентности. Короче, если кратко, это чуть ли не идеальное место для наблюдения за звездным небом вообще в мире. Ну и кроме идеальных условий для астрономии, это еще и очень красивое место. Так как это самая высокая гора на Гавайях, а горы, как обычно, это священное место для местных жителей, то местные, естественно, очень сильно бунтуют, что здесь вообще идет какое-то строительство. Особенно после того, как здесь, на Мауна Кеа, решили строить телескоп TMT, 30-метровый телескоп, самый большой в мире. В общем, началась дикая катавасия, гавайцы встали грудью на защиту горы, разбили здесь палаточный лагерь, ходили с транспарантами. За них вписался даже Джейсон Момоа, который родом отсюда, из Гавайев. В общем, пока строительство этого телескопа приостановили. Я не знаю, с чем это связано. То ли с выступлением местных жителей, то ли с тем, что денег на него надо очень и очень много. Как и на обслуживание других телескопов. Эти высокотехнологичные машины с диаметром зеркал от 1 до 25 метров требуют постоянного охлаждения до очень низких температур, и эксплуатация одного телескопа в год может стоить десятки миллионов долларов. Телескопы на Мауна Кеа выглядят крайне футуристично, и среди них есть даже свои знаменитости. Например, телескопы Кек. Да, это реальное название, так что астрономы тоже, оказывается, кекают. Телескопы Кек долгое время считались самыми большими в мире, но потом их опередил большой телескоп на Канарах. Еще интересный факт. В одной из этих обсерваторий работает Константин Батыгин, которого вы можете знать из выпуска Дудя про Константина Батыгина, собственно говоря. Это человек, один из соавторов теории о 9-й планете. Костя работает на японском телескопе Subaru, но во время съемок он находился у себя дома, поэтому мы пообщались по видеосвязи. Тебе несколько бытовых вопросов. Я провел на горе около 2 часов, и я был вынужден спуститься, потому что мне физически было очень сложно находиться. Как вы, люди, которые проводите там кучу времени, как вы справляетесь с горняшкой, и можно ли вообще справиться и привыкнуть ко всему этому? Значит, там следующий процесс. Мы сначала поднимаемся на 10 тысяч футов, это вот где Халепохаку, где вот этот вот центр для визитеров. Там надо спать. И только после 48 часов мы можем, собственно, ехать на гору. У меня всегда проблема возникает где-то на 3-й час, на первую ночь. Это не просто, как бы, я становлюсь усталым, я становлюсь тупым. То есть, когда тривиальные вещи, которые надо делать на телескопе, типа нажать на кнопку вверх 2 раза, а потом нажать Enter, я забываю, сколько я раз нажал, и, то есть, мозг полностью отключается. Поэтому первые пару ночей я там на кислороде, но дальше уже привыкаешь. Кость, скажи, пожалуйста, вот сейчас вот просто базово для людей, которые вообще не понимают, в том числе и меня, какие вообще открытия были сделаны с помощью телескопов, которые находятся на Мауна Кеа? Знаешь, в принципе, их очень много. Например, Нобелевский приз в этом году был дан группе людей, которые работали над центром галактик. Андреа Гез, профессор в UCLA, она использовала как раз Кек, когда Кек только был еще тогда совсем, можно сказать, молодым, и она использовала, чтобы доказать, что в центре галактики существует супермассивная черная дыра. При этом на постройку и обслуживание этих телескопов тратятся миллиарды долларов, и они, возможно, никогда не окупятся. Знаешь, они окупятся, как это называть, они окупятся в чем-то, что сложно конвертировать в валюту. Да? Сказать, ага, вот у нас там это получилось из-за того, что мы там нашли что-то другое. То есть это вот именно из категории знаний, которые очень-очень
по правде, важны, и они очень, вот, я бы сказал даже, они useful, я забываю, как по-русски сказать. Полезные. Да, они полезные, но при этом они абсолютно бесполезны. Результаты вложений, которые сюда зарыли 11 стран, мы с вами вряд ли сможем пощупать. Но, возможно, знания, полученные в этих обсерваториях, когда-то спасут жизнь нашим потомкам. Так что это долгосрочная инвестиция. Кислорода капец как не хватает, мне очень сложно говорить, но я, честно говоря, просто взбудоражен, потому что я мечтал попасть на это место лет 10 с тех пор, как я смотрел фильмы про астрофизику и про обсерваторию Кек. В общем, сейчас случится то, чего я так долго ждал. Сансет на Мауна-Кеа, а потом мы будем фотографировать здесь звездное небо. В общем, надо спускаться вниз, потому что я дико замерз и очень сильно кружится голова из-за горной болезни. Но еще, ко всему прочему, они не дают здесь туристам оставаться после заката, потому что фонарики, свет от фар, в общем, цветовое загрязнение. Но на самом-то деле внизу есть спот, и мы, конечно, сейчас там остановимся и посмотрим, как выглядит звездное небо над Мауна-Кеа. Простите за эту невнятную речь, без кислорода было ну вот прям совсем худо. Но как только я чуть спустился вниз, стало значительно легче. Камеру я поставил, остается теперь только ждать. А в случае с астрофотографией ждать обычно приходится достаточно долго. Чтобы сделать эти короткие видео, мне пришлось прождать около 2 часов. Но результаты были далеки от идеальных. Во-первых, не все было хорошо по условиям съемки. А во-вторых, как и говорил Костя, на горе я немного отупел. Но кое-что интересное запечатлеть мне все же удалось. Посмотрите на левый нижний угол. Узнаете? Это наш старый знакомый вулкан Килауэа. Своим кратером подсвечивает облака, которые отражают яркий свет лавы. Затея с астрофотографией на самом деле была здесь немного провальной, потому что, во-первых, на небе светит яркая луна. Во-вторых, постоянно ездит машина, идет свет, да и температура воздуха, честно говоря, тут плюс 4 градуса, поэтому не супер комфортно. Поэтому давайте посмотрим, как выглядит вершина Мауна-Кеа ночью. Такое звездное небо над вершиной в ту ночь я, к сожалению, не увидел, но вот закат над Мауна-Кеа точно вошел в мой шорт-лист самых запоминающихся за все время. Перед тем, как я скажу свое финальное слово по поводу Гавайев, очень короткое объявление. У меня наконец-то появился собственный мерч. Если хотите знать, что это означает и где все это купить, смотрите ссылку в описании. А теперь к Гавайям. На самом деле здесь все будет очень просто. Я думаю, что вы все увидели сами. И, конечно, если есть возможность хотя бы раз в жизни прилететь на Гавайи, то это 100% нужно делать. Здесь есть действительно уникальные вещи. Но я на самом деле путешествовал по островам с другой мыслью. Она может показаться очень крамольной в современный локдаунный период, но я ее все-таки озвучу. В общем, мысль это как просто стало путешествовать. Смысл в том, что я, когда готовился к выпуску, читал историю Гавайских островов. В общем, люди еще там 100 лет назад, может даже чуть больше, уже были путешественники, и для того, чтобы доплыть до Гавайев, нужно было провести на корабле, на судне несколько месяцев. Люди могли, не знаю, там заразиться, умереть по ходу дела. Ну, в общем, это было дико сложно. Сейчас даже в такое отдаленное место, как Гавайи, реально другой конец земного шара. Ну, 1,5 дня, может быть, лететь. Можно и за сутки, на самом деле, управиться. И это просто вот так, по сравнению с тем, что было 100 лет назад. И сейчас у путешественника есть все. Есть гостиницы, есть GPS-навигаторы, не нужны карты. В общем, опять же скажу сейчас еще раз эту противоречивую фразу, но, пожалуйста, поймите ее правильно. Никогда прежде путешествовать не было так просто, как в наше время. Даже несмотря на коронавирус. И, естественно, обладая такими возможностями, желательно ими пользоваться. В общем, путешествуйте. Оно того по-прежнему стоит.